Привет, дорогие друзья! Ну что, в Крыму рвануло. Я ждал ночи для того, чтобы собрать полностью всю информацию. Ну и больше ее как бы и не стало. Уже с вечера постарались переключиться на другие темы. Кто-то постарался переключиться на другие темы, а кто-то постарался максимально выжать из этого пиар, прямо не говоря о том, кто это сделал, но полунамеками, давая возможность понять, так немножко так инфантильно, намекая непрозрачно. В общем, когда это произошло, сначала по факту сообщил, потом в 15:10 я сообщил о том, что мой скромный прогноз: произошла детонация в результате неосторожного обращения с боеприпасами, нарушения техники безопасности. Насколько это потом подтвердилось, вы видите, статус не корректировался. Там пишут: вот для тебя это важно. Так, ну, для меня важно, конечно, в любом случае, потому что для меня всегда важно анализировать ситуацию. Здесь давайте тоже постараюсь высказать свое скромное, никому не нужное мнение, как говорится, да. Друзья мои, как только это произошло, лидеры общественного мнения, давайте назовем так, Ольга Скобеева написала: что-то уже совсем перебор. Маргарита Симонян еще раз: красная линия, где ты? Ну, то есть все были в шоке. Репортер Руденко сообщил: аэродром в Крыму, предположительно ракеты были выпущены из Одессы. Полумеры приводят к херовым последствиям. Ну, имеется в виду, что все начали сообщать о том, что это перебор. Крым был неприкасаем. Крым, более того, был самым защищенным местом. Крым, по сути, военная база, полностью защищена, безопасна. Купаетесь. Нам начали присылать видео люди, обычные люди, с пляжей. Ребята, которые сразу попытались выехать, они сразу попали в затор. Ну, как там, просто пробка, встала машина и все. Ну, и, конечно, у людей случилось своего рода, давайте прямо говорить, паника. Как вы могли понять, ракеты с дальностью 200-300 километров у нас на вооружении и применяются, пишет экс-советник главы МВД Андрусев. Это к вопросу о том, что никаким заверениям американцам верить нельзя, сообщает Александр Коц. Здесь я также могу прокомментировать. Дело в том, что советник Андрусев всерьез говорил, что меня долго искали, не могли просто никак арестовать в Европе, потому что не знали адреса. Это тогда еще, помните, когда экстрадиция была моя, уже как-то так подзабыли, да, они, ну, я вот напоминаю. Вот тогда Андрусев выдал столь нелепую информацию. До этого он выдал такую же нелепую информацию о том, что уничтожены 60 ДРГ. Ну, короче, в общем, Андрусев, он ляпает и зачастую выдает желаемое за действительное. Всерьез относиться к его словам не стоит. Вот некая Витязева сообщила: надо гасить жестко, а потом риторика начала меняться, и потом все как-то вдруг внезапно, все те же самые лидеры общественного мнения начали вдруг заявлять о том, что а чего вы, собственно, взволновались. На самом-то деле не все так однозначно. Как будто бы кто-то невидимый сказал угомониться реально. Как будто кто-то на стоп нажал. Почему кто-то невидимый мог нажать на стоп у лидеров общественного мнения Российской Федерации? Потому что говорить о том, что там что-то взорвалось в результате злой воли Главного управления разведки, к примеру, или там, не дай бог, прилеты ракет. Ну, я сразу сказал по прилетам ракет, что это сомнительно, да. Ракет никто не видел, а видео огромное количество. Вот, такого делать нельзя, потому что это не то, что удар по рейтингу, потому что на такое однозначно надо отвечать, и отвечать не сводками Минобороны, как это обычно происходит. Мы ударили, уничтожили 500 нацистов где-то там каких-то, и это, каким-то другим образом. А каким, не знают, каким образом это сделать. Поэтому такого делать нельзя. И вот моментально пошла волна назад. Нет, ничего такого не случилось. Минобороны удивительно быстро отчитались, что 9 августа около 15:20 на территории аэродрома Саки, на площадке хранения, произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. Никакого огневого воздействия по овалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было, добавило министерство, ссылаясь на доклад. По данным ведомства, никто не пострадал, и не пострадала, более того, даже авиационная техника. Здесь они пошли уже с перебором, выяснилось, что таки пострадали, и выяснилось, что есть погибшие.
Что сделала Минобороны Украины? Минобороны Украины сообщила, что не может определить причину, напоминает правила пожарной безопасности и запрет курения в неустановленном месте. Там же в комментариях сразу все пишут: о, круто, троллинг и все такое, слава ВСУ. При этом, несмотря на то, что вот это сообщение является признанием своей ответственности, предпочли определенные лидеры, наверное, общественного мнения Российской Федерации сделать вид, что они этому поверили. Редкий случай, когда заявления министерств обороны двух противоборствующих сторон, Украины и России, совпадают по сути. Взрывы в САКах, нарушение техники, пожарной безопасности. И вот дальше уже начинается обсуждение, почему произошло это нарушение техники. Там даже предлагалось уже все, загораем дальше и так далее. И при этом Арестович, а он советник офиса президента, прямо указывает на то, что это дело рук вооруженных сил Украины. Российская привычка курить возле бавовны в конце концов погубит. Характерно по алфавиту намекают о том, что следующий будет Кремль. Алексей Гончаренко выдал несколько достаточно истеричных таких в бабском варианте постов. Рассказывает, что намекает на то, что Крымский мост будет разрушен и так далее. Более конкретен был экс-спикер Вооруженных сил Украины. Тот сказал прямо. Он сказав о том, що те, що сталося сьогодні, чіткий сигнал про те, що українське військо розвивається, отримує озброєння і боєприпаси, здатні діяти на відстані понад 80 кілометрів. Они берут на себя ответственность, в принципе, наверное, они бы взяли на себя ответственность даже за грозу какую-то с градом, к примеру. У меня есть подозрение, что некоторых граждан, которые начали сотрудничать с Российской Федерацией, устраняют какие-то их бизнес-партнеры. Ну вот в некоторых случаях, вы знаете, я внимательно изучал, а украинская сторона моментально берет на себя эту ответственность. Так поступают обычно, извините, конечно, но слабые группировки, которым очень хочется дотянуть до уровня группировки там какое-то исламское государство и так далее. И вот где-то что-то происходит, они моментально берут на себя ответственность. Потом появляется вот это. Только что сообщил высокопоставленному чиновнику Минобороны Украины об этих ошеломительных дальних ударах по российской авиабазе в Крыму. Его ответ – это просто разогрев. А потом появляется уже материал в американской прессе о том, что это была авиабаза, с которой регулярно вылетали самолеты для ударов по нашим войскам. Сказал чиновник Минобороны на условиях анонимности. Он не стал раскрывать тип оружия, использованного при нападении, заявив лишь, что это было использовано устройство исключительно украинского производства. Устройство исключительно украинского производства. Конечно же, смысл выхода, причем такого быстрого выхода вот этого материала, убрать из-под удара США, которые предоставляют вооружение, которым можно бить по территории, которую Россия считает однозначно своей. Кроме того, по территории, которая исключительно важна для лидера Российской Федерации, что связывает Путина и Крым, да, объяснять не надо. Штаты сразу говорят, это не мы. Но что же за устройство? Устройство. Я полагаю, что имело место быть диверсия. Впрочем, начали объяснять, вот чем больше объяснений, вот здесь вот Юрий Подоляка. Никакого массового бегства населения не произошло. Более того, к вечеру люди уже вернулись на пляже рядом с Новофедоровкой. Да, конечно, и раскинулись там вместе с детьми. Прям под базой, говорят. Так, ЧП не объявлялось. Вместо этого действующий в Крыму желтый уровень террористической опасности продлили до 24 августа. То есть Аксенов ввел в Крыму высокий уровень террористической опасности. Он вводится со вторника 9 августа по 24 августа. Вот первоисточник. Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности высокий желтый уровень террористической угрозы. Когда из-за курения детонируют снаряды, высокий уровень террористической угрозы не вводится. Не вводится. Причем он был введен не сразу же после того, что произошло, а когда уже стало понятно, что это просто
курения или на солнце полежали и сдетонировали снаряды. И так мое мнение, что это диверсия, конечно же. Но диверсия без использования какого-то супервооружения, скорее всего, с использованием либо местного населения, причем, что я бы просил обратить ваше внимание на вот этот вот статус. Вот мне он показался, почему-то он мне показался важным. Сегодня Международный день коренных народов. В Украине такими являются крымские татары, караимы и крымчаки. А сегодняшние взрывы в Новофедоровке являются очередным напоминанием про то, чей Крым, бо то є Украина. Вот. Просто, наверное, Ирина Верещук написала же не просто так. И мне кажется, надо обратить внимание на вот этот статус. Вот. Поэтому никакого там особого оружия не было. Почему это произошло тогда, когда произошло? Потому что за день до этого Подоляк знатно обосрался, выдав тайну Полишинеля, секрет Полишинеля, который, знаете, знали все, кто слушали регулярно бредни Арестовича и остальных о контрнаступлении в Херсоне. Оказывается, контрнаступление в Херсоне выдумка. Выдумка для того, чтобы деморализовать противника. Немецким СМИ еще забыли предупредить, что это выдумка. Поэтому они продолжают, сегодня продолжали рассказывать о том, как готовится колоссальное контрнаступление, как оно уже идет, какая-то гениальная операция Зеленского и так далее. Завтра уже, наверное, по этой теме будет молчок. Подоляк выдал некую тайну, и это очень сильно ударило по имиджу, потому что все молились на это контрнаступление, а тут оказалось, что это просто выдумка. И для того, чтобы сбить, мое просто предположение, для того, чтобы сбить вот это вот, они использовали то, что произошло в Крыму. А то, что произошло в Крыму, могло произойти там в любой день. Потому что там находятся люди. И они там не на выезде, они там находятся постоянно. Вот. И вот такое вот у меня ощущение. Конечно же, Киев не будет признавать свою ответственность прямо. Потому что это очень удобно. Неизвестно завтра, кто. Может, осудит это Европейский Союз. А может быть, это американские партнеры осудят. Да? Поэтому признавать прямо этого не будем. Но будем полунамеками надувать вот такие вот щеки и показывать, что мы такие серьезные. Со стороны Российской Федерации это также объяснимо, почему они не признают, что это была диверсия. Достаточно успешная. У меня все, это просто мое мнение. Пока.